Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, дорогие, знаю, что вы у меня без сентябрьского гороскопа. Руки прям-таки, скажем, не дошли. Поэтому вы в числе первых, на кого я как раз-таки это видео записываю. И да, ребят, расскажу про сентябрь, потому что сентябрь это такая основная отправная точка в нашу осень. Осень у нас астрономическая начинается с 21-22 сентября, заканчивается она 21 декабря 2025 года. Ну, естественно, вы меня уже знаете, что я буду забегать вперед. Расскажу до конца 2025, чтобы вы его спланировали, да, и спокойненько ушли на каникулы. Конечно же, буду забегать вперед и говорить и про весну, и зиму 2026 года. А как еще по-другому никак? Вы знаете мой стиль. По-другому работать не могу и не хочу, потому что события у нас цикличны. И нам для того, чтобы понимать, какой запас прочности у нас есть, необходимо заглядывать в будущее. Иначе зачем тогда вот это вот все, да? Ну что, ребят, это гороскоп по декадный. Если вы смотрите его по Солнцу или по асценденту, он вам подходит. Если вы смотрите по Луне, то это ваши просто мироощущения такие. По Луне, как правило, мы живем, расслабляемся, отдыхаем. То есть это наши такие животные инстинкты, да, для того, чтобы там перезагрузиться, выспаться. Кому-то необходимо сходить проветриться. То есть если у вас Луна в Водолее в натальной карте, вы не любите заниматься чем-то таким усидчивым, вам лучше куда-то сходить, с кем-то поболтать, и вам станет хорошо. То есть вы не любите ответственность, вы не любите навязывать, да, и тогда этот гороскоп скорее вас будет триггерить, если же смотреть по Луне. Но при этом, если относиться позитивно и философски вообще к гороскопу, и понимать, что если к нам в дом заходят какие-то определенные трудности, то это для того, чтобы мы стали лучше. На самом-то деле эта осень, неважно какой декады вы водолей, к нам пришла для того, чтобы мы взяли свой новый уровень. Водолеи первой декады. Здесь, конечно же, мощное, глобальное такие продвижение, движение вперед, но это такая небольшая репетиция такая, да, но очень даже хорошая репетиция, да, своего нового уровня, потому что если вы сейчас этой осенью берете эту планку, тогда вы идете еще выше зимой и весной 2026. Водолеи второй декады, у вас очень важная такая задача удержать свою жизнь на плаву и не разругаться, не уйти в закат, не испортить отношения, не обнулить все свои результаты, а понимать, что если что-то по ходу пьесы придется корректировать и менять, это неплохо. Это для разностороннего мнения, для своего рода масштаба, потому что на следующий год, с лета 2026 на целый год, ну, почти до лета 2027 вам как раз-таки будет необходим масштаб, дорогие водолеи второй декады. Очень сильный такой движение, масштаб вашей личности, и без него вам будет казаться, что это не та жизнь, на которую вы рассчитывали. Поэтому сейчас таки все-таки необходимо новый такой стрессоустойчивый уровень взять. Подробнее, конечно же, сейчас буду рассказывать по всему видео, в какие моменты максимально быть осторожными, где не наговорить лишнего, а где взять ситуацию в свои руки, понимаете, да? Водолеи третьей декады, если коротенько, на эту осень, к концу осени возвращается Уран в знак Тельца, это его финальная петля, и до 26 апреля 2026 года Уран будет идти по третьей декаде Тельца, а значит делать квадратуру Водолеем третьей декады. Ребята, вынуждены обнуление, нравится, не нравится, но эта вся история отлично проходит, когда вы не опускаетесь, не спотыкаетесь, понимаете, для чего вам это нужно, как тяжело нести чемодан без ручки, и начинаете заниматься, искать нестандартные решения, креативить, что-то творить, создавать новое, но ни в коем случае не раскисать. Ребята, вообще раскисать никак нельзя. Опять же, забегу вперед, у нас в июле 2026 года кармические узлы из оси Рыбы-Девы перейдут в знак Водолей-Лев.
понимайте, дорогие водолеи, и начнется с водолеев третьей декады вопросики кармические. А кто я, насколько сильно я хочу? Поэтому, ребят, если в вашей жизни что-то сейчас будет уходить, это не говорит о том, что вы человек плохой. Это говорит о том, что просто пора попрощаться с какими-то моментами, которые не дают вам стимул к развитию и движению вперед. Ну что, ребят, забыла сказать, водолеи первой декады, если вы смотрите по Солнцу, водолеи первой декады — это все те, кто родился в январе. Водолеи второй декады, если вы родились с 1 по 10 февраля. Водолеи третьей декады, если вы родились с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Если вы смотрите по асценденту. Почему я всегда за то, чтобы смотреть по Солнцу? Потому что, когда мы смотрим по Солнцу, вы слышите от меня, что вот здесь нужно прям свой максимум сделать, и вы прям реально делаете свой максимум, вы прям стараетесь и понимаете, что сейчас мне нужно проскочить вот этот кризис, да, то Солнце — это та самая история, которая... У нас и есть на это резерв, мы с этим резервом родились. Да, конечно, мы здесь все абсолютно разные, солнце всем одинаково не светит, у всех разный бэкграунд, но солнце — это та наша энергия, которая нам дает перемолотить вообще все трудности. То есть нам не даются те проблемы, задачи, вопросы, называйте как хотите, с которыми мы не справимся. Нам всегда даются задачки, где-то водолеям, конечно, сложные задачки даются по жизни, потому что вы водолеи, ребята. Это сложная октава воздушного знака. Это нужно просто понять, с этим нужно смириться. Запросы у вас в жизни вот такие. То есть, если у тельца запросы поскромнее, то у водолея вот такие запросы. Он, правда, их не озвучивает, он в голове себе все это держит. Но это вот так вот все очень мощно и масштабно. Поэтому здесь имейте смелость себе честно и правду сказать. Ну вот да, да, я же ведь сам человек непростой, да, водолей. Поэтому здесь без осуждений, без претензий к себе, к Вселенной, просто понимайте, что вы птица высокого полета, да уже летите, дорогие мои, летите уже. И да, про кармические узлы сказала, про Солнце рассказала. Если вы смотрите по асценденту, асцендент — это наша социальная маска, про то, как мы проявляемся в обществе, как нас видят люди. И если ваш асцендент Водолей, кстати, на эту тему есть прям таки видео, в конце этого ролика прикреплю, видео асцендент Водолей. То есть там вообще очень классно, я так максимально коротенько рассказала про то, как это применять в своей жизни для того, чтобы все реально такие к вам прислушивались, чтобы ваше мнение имело вес, чтобы события в вашей жизни складывались, как вы хотите, в общественном плане, в социальном и в личной жизни. Потому что асцендент — это противоположная история дисцендента, управителя седьмого дома брака. Вот. Если вы смотрите по асценденту этот гороскоп, то делите асцендент на 3 равных отрезка. Если асцендент попадает с 1 по 10 градус — это первая декада. Если с 11 по 20 — это вторая декада. И если с 21 по 30 — это третья декада водолеев по асценденту. Ну что, ребят, готовы? Поехали. Рассказала вот так коротенько. Сейчас буду прямо-таки по каждой декаде. И события у нас этой осенью, ух, мощные. И да, у нас заканчивается коридор затмений. Спасибо, что уходишь, дорогой. Мы очень рады. Но у нас 21, 22 сентября все зависит от полушария, в котором вы находитесь, живете, да, сейчас. У нас солнечное затмение, либо новолуние, начало нового лунного цикла в Деве. И здесь очень важная рекомендация от меня: постарайтесь максимально трезво и здраво посмотреть на свою жизнь. Вот прям таки как и есть, честно. То есть основной конек на этот месяц — это честность. То есть если вы будете максимально честны с собой, не витать вот в этих иллюзиях, потому что в иллюзиях захочется вот так иллюзорно сказать, что вот я такой классный, молодец, а все вокруг вообще специально делают так, чтобы у меня ничего не получилось. Так себе история, да, потому что здесь у нас мы начинаем новый цикл, у нас Солнце в оппозиции с Нептуном, который дает нам потрясающие шедевральные иллюзии, когда мы вот такие классные, но мы почему-то недооцененные. И в оппозиции с Сатурном, который говорит так: для того, чтобы мне приобрести недвижимость,
хорошую работу иметь, мне нужно поднять вот такие компетенции, вот здесь заработать, нужно иметь вот это, потом еще скорректировать свой режим дня вот так-то. Ну, понимаете, да, чувствуете, первая тактика по Нептуну, она повеселее, она как-то такая бодренькая, она такая в легкости, да. Вторая часть, нужно заморочиться. Скажу так, ребят, ваш второй управитель у всех водолеев, Сатурн, вообще ни разу не Нептун. Поэтому здесь, если следовать, конечно же, вот этой легкости Нептуна по жизни, эта история, ну, такая себе. Получаться будет не то, чтобы криво, да, будет вообще ничего не получаться. И если вы замечали, то в жизни, как правило, получается, когда вы себе составили план, написали себе действия, что я хочу сделать, и честно себе сказали, да, я хочу вот так, именно вот так, и здесь красиво. И начинаете колбасить в прямом смысле. И это такая нормальная история для водолеев, потому что необходимо убирать иллюзии. И да, на этой честности начинается осень. Осень у нас первый месяц, первый лунный цикл длится с 21 сентября по 20 октября. И чем реалистичнее он и продуктивнее будет с вашей стороны, тем первое полнолуние этой осени, 6 октября, полнолуние, между прочим, будет в Овне, будет достаточно агрессивно. И здесь, конечно же, таки нужно понимать, что конец сентября у водолеев, да, такая очень интересная история, и она у каждых водолеев разная будет. Так вот, у водолеев первой декады. Ребят, если вы смотрели в прошлом году гороскоп на осень 24 года, он назывался «Осень силы», и там был такой аспект Марс в оппозиции с Плутоном. Этот же аспект был в конце апреля 2025. Так вот сейчас Марс в квадратуре с Плутоном. Очень сильно повлияет на водолеев первой декады. Если вы будете идти вперед, про что этот аспект? Это аспект больших денег, аспект влиятельных людей, это аспект очень хорошо получается закрывать кредиты, долги, то есть мощно поднимать свою силу, силу воли, продуктивности, ведение бизнеса, открытие бизнеса, прям таки мощно мощно начинать делать то, чего вы боялись. Ну, то есть чего вы боялись прям таки большое достаточно количество времени. Вы прекрасно понимали, о чем я говорю, да, понимаете. Но вот как-то пытались договориться. У нас часто бы такое бывает. Мы живем и такие думаем, ну вот здесь как бы зачем вот напрягаться, когда вот проскочим, сейчас получится, вот как-то вот нет. И вот тут наступают обстоятельства, которые зажимают вот прям нас в тиски, да, там по финансам очень сильно этот аспект, кстати, будет бить по финансам, прям, я бы так сказала, заставлять зарабатывать больше. А когда мы начинаем зарабатывать больше? Когда мы начинаем думать о своем бизнесе? Когда в условиях жестких дефицитов. Так вот, перед этим, естественно, здесь, скорее всего, у вас в сентябре вот здесь жесткие дефициты. И я хочу сказать, ребята, это не потому, что вы человек плохой, а потому что затянули, потому что нужно вот двигаться вперед, да, и брать вот эту новую планку, новый уровень. Водолеи первой декады, работаем, движемся, идем вперед. А здесь с вами в конце, конечно же, еще осени, в ноябре добавится Уран, который прям еще таки почистит. С 8 ноября у нас Уран в Тельца возвращается, то есть ноябрь и декабрь у водолеев, скажем так, первой декады будет чуточку полегче, потому что он в Тельца перейдет, и значит, ну, уже к Козерогу будет делать аспект, к Водолеям не будет делать аспект. А пока убирается все лишнее, поэтому здесь, мои дорогие водолеи первой декады, но у вас все равно в мягком ключе Уран что-то там убирает. А вот у водолеев третьей декады Уран таки скажите мне, до 8 ноября вот это все вот как-то вот так вот в подвисшем состоянии, а с 8 ноября здесь история, конечно же, ребята, таки нужно, ну, максимально активненько понимать всю философию ситуации, да.
И здесь, опять же, про Уран. Уран в квадратуре с Венерой — это финальная неделя сентября, это аспект выхода из отношений, когда мы хотим сказать себе: «Я устал, я ухожу». Эта история ну, повлияет так себе на водолеев третьей декады, поэтому здесь, дорогие мои, будьте аккуратны в отношениях, не уходите в закат, если вас очень многое связывает в отношениях. На этом аспекте очень легко можно разойтись, а потом что? А потом что? Мы всегда расстаемся очень быстро, но заново строить отношения — это труд, как оказывается, да. Это привет всем тем, кто обесценивает отношения, говорит: ой, да ладно, просто тебе повезло. Кому повезло в отношениях, это тоже вопросики, да. Идем дальше. Водолеи второй декады. Ребят, у вас, скажу так, что все те страхи, вопросы и переживания, с которыми вы работали лето 2025 года, потому что, ну, Лилит-то уже откатилась, да, как раз-таки вот с сентябрьским коридором затмений. Лилит уже откатилась в третью декаду Скорпиона, значит, с Лилит сейчас будут как раз-таки до конца 2025 года проживать все свои страхи, во всех своих плюсах и минусах водолеи третьей декады. Ребята, это не плохо. Это как раз-таки то, с чем нужно наконец-таки разобраться. Берем таки ежедневник, прописываем себе, вот прям реально не малодушничаем, потому что у вас, дорогие водолеи третьей декады, очень такой хороший, интересный план по жизни, максимально такие не иллюзорные, да, не иллюзорные мечты, цели, желания. Поэтому здесь прям таки отнеситесь серьезно к этому периоду. Он неплохой с точки зрения там, философии, да, с точки зрения мироустройства. Нет, нужно разобраться в своих страхах, переживаниях, почему вы тормозите, и не идете вперед. Водолеи же второй декады с этим разобрались. Вспоминайте все свои флешбеки и рефлексии, которые случались у вас летом 2025 года, потому что сейчас октябрь для вас месяц отношений, месяц построения отношений в работе, в личной жизни, то, как вы умеете взаимодействовать, коммуницировать, какие у вас цели, планы, будут ли это знакомства тусовочные, либо это будут знакомства фундаментальные, которые приведут к вас к результату. Я, конечно, за то, чтобы и то в жизни было. Почему? Потому что нужно идти двигаться вперед. Это тоже новый уровень для вас, новый уровень именно в отношениях, в коммуникации. И коммуникация, хочу сказать таки, будет очень сильно заставлять нас менять свою точку зрения. К некоторым моментам мы окажемся не готовы. Это водолеи второй декады. Но нужно уметь принять чужую жизнь, чужие решения. То есть все то, что случается не с нами, да. И вот, пожалуй, на это будет у нас раскачка в октябре. И я сейчас обязательно про всех расскажу, что у нас еще в октябре, да. У нас в октябре, 6 октября сказала, что у нас, сейчас ко всем водолеям, да, говорю, что у нас полнолуние в Овне, достаточно агрессивное именно здесь как раз таки, Водолей. Второй декады у вас будет такой момент, всплеск эмоций. Постарайтесь здесь не ругаться, постарайтесь наоборот сохранять отношения. И эта история очень сильно вот прям таки важна, потому что у нас в принципе все это время осеннее, по большей части начинается с 23 октября, чуточку раньше, с 20, с 22. Там просто каждый денечек подходит, но напряжение мы будем чувствовать. Уран, ваш управитель, дорогие водолеи второй декады. В чем разница у водолеев всех декад? Водолеи первой декады у вас еще очень сильно влияние
Сатурна, потому что от Козерога вот так вот ответственностью фонит. Здесь история того, что вам бы и хотелось все бросить, уйти в закат, но внутреннее вот это чувство ответственности, которое вот так вот гложет, вы не можете бросить там какие-то отношения, вы не можете бросить там и тянете до конца ту работу, которую вы понимаете, вы уже не можете, то есть она не приносит вам тех денег, она не приносит вам той радости, вы там уже все знаете, вам уже там все понятно с этим миром, но вы за нее почему-то держитесь и не можете пойти дальше, потому что боитесь осуждения, боитесь, что не получится, боитесь, что будет провал, да, то есть это водолей первой декады, если прям очень коротенько. Водолей второй декады у вас прям управитель Уран-Уран. Ну, то есть вы прям не то, что скажу, что истинные водолей, ну, то есть у вас Урана больше всего, а Уран это по большей части энергия просто непредсказуема. Когда вы можете, не знаю, что-то такое изобрести, и это станет изобретением века. Когда вы можете что-то такое сделать, вообще подумать, ой, да это вообще прям какая-то дичь. Но это почему-то людям очень нравится, это вызывает такой хайп, волну, пиар, вот это вот все. Это водолеи второй декады, да. Но здесь очень сложно водолеям второй декады остановиться, построить отношения. То есть вас, если несет, то прям таки несет. То есть если вы раскачались, да, то вам сложно остановиться, приземлиться, посмотреть на мир вокруг. Вы уже все, вы уже в потоке, не знаю, да. То есть это такая история. Водолеи третьей декады более спокойны. У вас уже от рыб такая энергия, да, то есть там уже какие-то планеты перешли в Нептуна, да, личные убежали. И это история того, что в зависимости, конечно, в каком году вы родились, и эта история, она, понимаете, она настолько уже вас расслабляет, то есть здесь уже вы начинаете чем-то заниматься по вдохновению, здесь вы больше рефлексируете, здесь вы больше задумываетесь не о человечестве, как что-то такое, вау-эффект сделать, как водолей второй декады, да, или там, чтобы вас заметили, да, то есть все зависит от масштаба личности. А здесь вам уже хочется сделать так по любви, чтобы вот это было вот более вот так гармонично, чтобы это приносило не просто пользу, но это вызывало прям такие эмоции, такие приятные, радостные. То есть здесь, понимаете, уже такой момент другого творчества наступает в жизни, да. И здесь момент такой, конечно же, краски Нептуна дают иллюзорность, когда вы в том числе можете тот же самый чемодан без ручки нести, но не в силу ответственности, а потому что жалко, потому что вроде как, ну, зачем я буду говорить правду? И вот получается вот такое, что приходится скрывать все, что есть на самом деле, вы чувствуете, от этого чувствуете себя несчастным. Вот такая тавтология получилась, да, от слова чувство, чувствительность, масло масляное. Вот такая история. И да, октябрь это вообще будет такой момент времени, когда из всех месяцев это самый простой, я бы это так сказала, самый спокойный, но при этом он не будет спокойный. У водолеев второй декады эта история связана как раз-таки с построением отношений. Эта история связана с моментами, когда нужно договориться, уметь распознать другую сторону, и тогда будет получаться очень даже хорошо. В отношениях нужно не уходить в закат, когда очень сильно хочется. Наоборот, нужно таки договариваться. У водолеев третьей декады, ребят, здесь, конечно же, вопросик пока у водолеев третьей декады не такие насущные, как у водолеев, например, первой декады. У водолеев первой декады нужно прям-таки очень сильно мощно собраться. Водолеи третьей декады пока разбираются как раз-таки с Лилит, которая идет по Скорпиону. И это моменты реально когда вы понимаете, почему вам страшно идти вперед. Вот почему. Почему вы не развиваетесь, почему вы тормозите. Потому что страшно. Где страшно? Что вас не оценят, что не поймут. Но это же ваша жизнь. То есть здесь мы пришли сюда для того, чтобы каждый прожить свою жизнь, набраться определенного опыта. И да, даже когда нам отказывают, даже когда нас не замечают, это тоже опыт. Даже когда у нас с первого раза не получается, мы все равно делаем выводы. А иногда нам нужно прийти к своей вот этой реализации, но перед этим очень много раз попробовать. Знаете для чего? Попробовать и не получится.
Знаете, для чего? Для того, чтобы потом ценить тот момент, который у нас наступит. Потому что, как правило, и это такая, знаете, злая, неприятная статистика, да, когда нам что-то дается очень легко, мы это не ценим. Вот такие мы люди, существа, понимаете, о чем? И когда нам что-то дается в сложности, мы потом за это держимся настолько. У кого-то это отношения, у кого-то это финансы, которые, посмотрите, пересмотрите свой уровень финансов, который про финансы тоже буду говорить этой осенью, потому что это такие начало как раз-таки финансовой истории, но октябрь у нас он на построение отношений. И 6 октября это как раз-таки полнолуние, когда нам всем нужно таки не агрессировать, нужно делать свое дело и идти дальше. И да, если мы говорим дальше, то у нас Плутон, который в Водолее, между прочим, находится, он 14 октября из ретроградного движения возвращается, то есть он останавливается, разворачивается и идет прямо осваивать новые водолейские территории, можно это так сказать. И да, если мы говорим про отношения, то, конечно же, кто будет на пике выяснения отношений, переговоров, пока это водолеи первой декады, очень хороший аспект, но здесь отношения очень сильно с финансами будут завязаны. То есть у вас вопросики в октябре и отношения, и финансы водолеи первой декады. Здесь, если захочется тратить очень много денег по прихоти, остановитесь. Хорошее время для серьезных вложений, вообще подсчитать свой бюджет, потому что Венера в Деве находится в оппозиции с Сатурном и Нептуном. Так вот, в оппозиции с Нептуном это когда мы входим в отношения, которые вроде как они такие красивые-красивые, а за душой что там дальше? А там дальше ничего, безысходность. Там дальше вообще не то, но зато красивая картинка, да. И в финансах тоже история. Хороши вложения, когда хочется распылить, потратить, история так себе. Поэтому постарайтесь не тратить по прихоти, да. По прихоти будет получаться так себе. Водолей второй декады. У вас, ребята, кармические вопросики, кто я, зачем я, для чего я. Ну и, конечно же, возвращение, не возвращение, а как раз-таки моменты своего масштаба. Кто я, насколько большой личностью я хочу стать, потому что в это полнолуние как раз-таки у нас еще и вот здесь у Солнца квадратура с Юпитером, и если вы чувствуете, что вы начинаете агрессировать, злиться, ругаться со своими близкими, посмотрите почему. Возможно, они живут свою жизнь, а вы где-то в какой-то момент остановились. Вот здесь нужно начать таки фокус на себя, на свою жизнь, не так, чтобы все на вас смотрели. Нет, лично ваше внимание на свою жизнь, на свои возможности, желания, реализации и начинать вот с этим как раз-таки работать, идти в этот самый масштаб, в который хочется. Идем дальше. Водолей третьей декады. В это, хочу сказать, в это полнолуние особых эмоций у вас не будет, только если связаны с переживаниями, страхом, что у вас ничего не получится, что вас никто не оценит, что вот это вот такая вот история. Но, ребята, убирайте всю эту мысль из своей головы, потому что нужно таки начать реализовываться. Да? Мы плавно подходим с вами, плавно таки подходим к октябрьской кульминации, и все это добро начинает складываться как раз-таки с 20 октября. С 20 октября у нас же еще и начинается новый лунный цикл, новолуние в весах, и у нас под это новолуние складывается такой очень мощный аспект для всех. Для всех это Юпитер в оппозиции с Плутоном, который идет по как раз-таки Водолею. И этот аспект, очень часто про него говорят, что это аспект миллионеров, но вообще говорят про Трин. Почему? Потому что все любят астрологи говорить про этот аспект. Тригон – это аспект, который благоприятный. То есть, когда по большей части, если ты до этого все сделал, наступает этот аспект, ты просто качаешь прибыль. А про оппозицию говорить не любят, потому что здесь нужно напрячься. Сейчас скажешь, Жень, почему ты все время про напряжение? Ребят, ну, блин, взрослые люди, мы здесь все прекрасно все понимаем, да?
давайте уже вот эту вот иллюзию уберем. Мы здесь с вами не с золотой ложкой родились, да, никто. Если бы вы родились с золотой ложкой, вы бы этот гороскоп как минимум бы не смотрели, не тратили, да, свое время. Вы бы ко мне просто пришли, и даже бы не ко мне пришли, а на консультацию, которая стоит, ну, в 10-20 раз дороже, зато быстро, прям таки, ну, и распиарено, и вот это вот все. Золотая ложка все-таки, она дает антураж, да. Поэтому здесь давайте о приземленных вещах, да, реально. Но мы с вами из разряда все-таки работяг, и мы идем вперед. По-другому как? Ну вот никак сейчас, пока никак, ребят. Открою вам секрет, кто родился с золотой ложкой, он тоже сейчас работает, потому что дальше все они используют астрологов для того, чтобы прекрасно таки понимать тенденции мира, куда мы все с вами идем. Так вот, тенденции мира, что в следующем году летом у Юпитер уже будет в знаке Льва, и будет эта оппозиция точная. Эта оппозиция будет точно. А на кого она будет влиять? Ну, конечно же, на Водолеев, ребята. Прямая проекция будет к вам, и очень сильно просто вышибать будет Водолеев первой декады, претензий и то есть упущенных возможностей и выгод. Да, то есть вот, а если вот вы хотите для того, чтобы у вас деньги наоборот к вам пришли, и июнь и июль 2026 года вы наоборот хотите, чтобы они к вам приходили, тогда вот сейчас этот новый уровень нужно прям таки очень сильно поднять. Да, через страшно, да, через не могу, да, скажете, Женя, я уже все сделал, сделала, и никак больше не получается, то есть это пик моих возможностей, а я вам говорю, что это вы только начали, что это вообще ни разу не ваш пик. То есть, а вы мне говорите, что вы устали. Вообще нет. Поэтому здесь включаемся максимально. Ну и, конечно же, максимальную долю времени Юпитер проведет во второй декаде Львов. То есть вторая декада Водолеев тоже очень сильно прочувствует вот эти вот возможности, которые уже не просто в спину дышат, а которые не очень, очень печально упускать. Поэтому здесь, дорогие мои, чтобы в следующее лето не упускать все свои возможности, гороскоп на 2026 год выйдет сразу после осенних, поэтому там будет большой план вообще на 2026 год, как двигаться дальше для того, чтобы ваши финансы росли вверх. Кто, кстати, еще не смотрел финансовый гороскоп для водолеев, и такое видео я постаралась записала в конце этого ролика, тоже прикреплю, как водолею зарабатывать больше и чтобы душе нравилось. Там не важно, какой вы декады. Водолей третьей декады. Что хочу сказать, вот этот аспект миллионеров, миллиардеров, на самом-то деле вас эта история очень сильно касается и будет касаться в 2026 летом. А сейчас тоже, но эта история работает немножко у вас по-другому, Водолей третьей декады. Здесь как раз-таки через обнуление. То есть Уран таки триггерит, да, то есть запускает всю вот эту конфигурацию мощную астрологическую, про которую, если вы смотрели меня летом, я говорила, что у нас на небе всю осень 2025 года будет вот эта конфигурация на заработок больших денег. Плюсом к ней подключается еще вот этот мощный аспект Юпитера с Плутоном, когда обстоятельства нас настолько заставляют зарабатывать больше, и если мы здесь не начинаем страдать, не начинаем убиваться, не начинаем себе в голове придумывать, что мир несправедлив, и если у нас с первого раза, со второго не получилось, значит не судьба. Ребята, убираем вот это из головы. Нет, очень часто водолеем, почти всегда, почти вот вообще вот прям сколько работала с водолеями, всегда дается не с первого раза. Во-первых, для чего? Потому что не будете ценить, потому что вы очень гениальный, креативный знак, можете на ходу переключить свои скорости, да, и сказать, ой, да мне это вообще не нужно. А для того, чтобы ваша цель и мечта случились, вы должны реально таки ее ценить. И тогда у вас будет все случаться. У водолеев третьей декады работает вот эта финансовая история этой осенью через обнуление. То есть если вы выходите из какого-то проекта, то здесь страдать не обязательно. Как правило, мы всегда, вот у нас случилась какая-то ситуация, да, и вот здесь вот мы начинаем переживать. И тот момент, когда мы начинаем что-то делать, да, новая стадия, то есть своего какого-то нового дела, да, то есть между ними всегда происходит какой-то определенный диапазон времени. Так вот, дорогие водолеи третьей декады, вам для того, чтобы этой осенью было легче, и ноябрь в том числе, потому что ноябрь у нас, вот здесь нужно вот этот отрезок времени максимально сократить. Ну, то есть, когда у вас что-то случается, какое-то событие, вы такие, так,
Ну, отлично. Начинаем искать максимально плюсы. То есть для чего? Для того, чтобы высвободилось какое-то время, для того, чтобы вы наконец-то начали с тем, что вам нужно, необходимо. И если, не знаю, там, вас выгоняют с арендной квартиры, говорить себе так, а я вообще хочу свою. Может быть, я сейчас найду какую-нибудь квартиру попроще, начну откладывать на свою, зарабатывать начну еще больше. Увольняют с работы, сокращают проект. Сейчас вообще очень простая ситуация, ребят. Поэтому здесь вообще в мире будет твориться еще больше коллапс, поэтому здесь даже не удивляемся, не переживаем и вообще никак не страдаем и не говорим, что это мы такие плохие. Нет, просто обстоятельства заставляют вас идти дальше и развиваться. И у вас это будет работать через Уран. И тогда июнь и июль 2026 года, водолеи третьей декады, у вас вообще будет супер вау. Если вы, конечно, пойдете в новое развитие, и вы будете понимать, что если сейчас сокращают проект, то это для того, чтобы вы себе нашли работу, проект, дело жизни, которое будет вам приносить не просто удовольствие, но еще и потрясающие деньги, и там вы будете проигрывать все свои самые лучшие качества, вам там будет просто хорошо. Понимаете, о чем я говорю? И да, на таких эмоциях, на таких очень мощных историях мы включаем с вами второй месяц осени. Это, ну, можно сказать, ноябрь, да, но начнется он у нас только вот 20 октября. Плюсом здесь про оппозицию мощную сказала. У нас еще, конечно же, здесь начинает складываться. Очень интересная история. И она буквально-таки у нас с 23 октября начинает работать, это Уран в оппозиции. То есть у нас все добро из личных планет. Это Меркурий, Марс, еще скоро Венера подтянется, да, эта история, и там еще и Лилит. В третьей декаде Скорпиона. Все это делает квадратуру к водолеям третьей декады. Сейчас водолеи третьей декады скажут, Женя, нам за что это? Ребят, для того, чтобы максимально понять, что это всего лишь ваши страхи. И здесь ваши действия и бездействие, ваша коммуникация и отсутствие ее, как вы взаимодействуете с людьми, используете ли вы просто все способы коммуникации для того, чтобы продвинуть себя, свое дело, водолей третьей декады. Естественно, все вас будет здесь тормозить, вы можете не сделать, не реализовать все то, о чем я говорю, не получить свой большой кусочек пирога, только потому что побоитесь. Вот та самая Лилит будет как раз-таки тормозить. Но не Лилит тормозит, просто Лилит говорит мне о том, что вы тормозите, потому что вам страшно. Почему вам страшно? Потому что вы боитесь достичь успеха и потом потерять все свое окружение, потому что они вас уже не понимают. Почему вам страшно? Потому что вы не знаете, что делать дальше. Это очень тоже часто бывает. Люди боятся достичь успеха, как-то изменить свою жизнь, потому что там нужно что? Потому что там нужно брать ответственность очень большую. И не хочется, либо никто не научил, либо не было рядом хорошего примера, да, который бы показал, либо просто страшно, потому что мы не знаем, как там жить, да, то есть у нас никто ничего в жизни не достиг, да, в нашей жизни из наших близких, да. Сейчас скажете, Женя, почему ты прям вот таки про достижения? Ну, дорогие, про достижения хочу сказать, что там еще Венера скоро подойдет в третью декаду весов. Там про достижения в любовных отношениях в том числе. Можно сказать, я простой обычный водолей, который, ну вот просто живу, мне хочется, не знаю, лежать на диване, ничего не делать. А чего тогда не родились близнецом? Ну, вот сразу-то, понимаете, ну вы решили родиться водолеем. Вы решили родиться тем знаком зодиака, который постоянно что-то хочет. Каждому по силе. Если что-то хочешь, реализуй. Водолеи третьей декады, вот такая история к вам. А пока у нас водолеи второй декады в отношениях держатся за то самое счастье, за ту самую любовь, за те самые обнимашки. Ребят, только нужно про это говорить. Если не говорить, не идти как раз-таки в то взаимодействие в отношениях, получается никак не получается. Вот так мы запускаем, ноябрь. У нас, да, но мы запускаем его с новолуния в весах. И, ребята, движемся дальше. На таких эмоциях и энергиях будем двигаться на 2 недели. У нас полнолуние 5 ноября, 5 ноября полнолуние в Тельце.
Что хочу сказать? Кто максимально прочувствует? Ну, здесь про отношения я уже говорила, да, здесь я про отношения уже говорила у Водолея второй декады. Водолеи второй декады будут проживать эту историю в отношениях, насколько мне комфортно, насколько мне хорошо, насколько я здесь люблю, насколько мне чувствуется, что меня тоже любят. То есть здесь еще в отношениях нужен фундамент. То есть вам однозначно захочется еще и таких серьезных отношений, чтобы эти отношения к чему-то привели, чтобы здесь был брак, чтобы там была история с продолжением, потому что максимально такая история, да, у нас полнолуние в Тельце, а Венера на этот момент у нас будет в квадратурах с Плутоном и с Юпитером. То есть, понимаете, здесь вот этот вот аспект такой очень мощный, да, который ведет реально к очень большим деньгам, если постараться. То есть вы себе на карандаш взяли и прям-таки не отступайтесь. То есть аспекты говорят нам, что мы идем дальше, мы кто-то идет вверх, кто-то идет вниз. Вопрос, насколько вы готовы за свое постоять. И в отношениях в том числе вам захочется тоже максимум. Вам захочется и серьезности этих отношений, вам захочется всего. Всего. То есть это максимальные планеты на ну, то есть раскачать в себе максимализм, да, то есть здесь и семью, и детей, и комфортно уверенную жилплощадь. И если вы хотите мне сейчас сказать: ой, да мне вот нравится вот так вот, как мы живем, честно себе скажите, насколько нравится, настолько, что иногда вам хочется за кем-то другим посмотреть, и другая жизнь становится интереснее в социальных сетях, например. Но здесь очень сильно будет размывать картинку как раз-таки вот эта иллюзорная социальных сетей, потому что это модно за кем-то подглядывать. Убирайте историю, подглядывайте за своей жизнью и ею руководите, Водолеи второй декады. И прям таки честно сядьте со своей второй половинкой, поговорите и скажите, что вы хотите в этих отношениях, чтобы было понятно. Может быть, ваша вторая половинка давно уже к этому пришла и ждет вашей отмашки. И да, в отношениях это не всегда 50 на 50. И иногда, независимо от того, мужчина вы или женщина, нужно брать ответственность на себя, первым задавать наводящие вопросы, вопросы неудобные, вопросы странные, но именно это ведет к близости. Водолеи второй декады, вам очень сильно не хватает близости, чтобы вас поняли, чтобы вас приняли. Это начинается с отношений. Это было сначала в отношении с детства, сейчас это в отношениях ваших взрослых. И если в ваших любовных отношениях дома нету вот этого доверия, вот этого взаимопонимания, ну тогда все тлен, тогда вам хочется дома не быть, тогда вам хочется тусоваться, из этих отношений выйти и постоянно скандалить. Вот здесь 5 ноября может случиться кризис, а может случиться полное взаимопонимание, потому что и кризис, и взаимопонимание, если мы говорим по душам, мы оголяем очень откровенные части нашей жизни, да, которые мы прячем от всех, это один и тот же аспект. Вот поэтому я говорю про напряженные аспекты больше, потому что, как правило, гармоничные аспекты мы всегда, ой, гармонично, пойду-ка я полежу, потусуюсь, деньги потрачу, все. А дальше что? После этого что? Как жить потом? А вот если на напряженных аспектах вы что-то сделали, усвоили, вы поняли и вы почувствовали это настолько, напряженные аспекты это всегда, как правило, кардинальные решения в нашей жизни, которые приводят к результату. А жизнь, напоминаю, это результат. И да, идем дальше. После 5 ноября, естественно, все не просто так. У нас 8 ноября возвращается в знак Тельца Уран. 8 ноября. И он у нас будет в Тельце находиться до 26 апреля 2026 года. То есть здесь, конечно же, Водолеи третьей декады, понимаете, что здесь вот на такой широкий диапазон времени, особенно те водолеи, кто родился прям близко к рыбам, да, 3-5 денечков, вот эти водолеи, да, то есть я еще и по декадам поделила, понимаете, еще декаду разделила на части. То есть здесь понимаете, что у вас будет такой момент, ну, нужно как-то по-новому, что-то по-новому, нужно что-то менять. Вот так хочу сказать, да. Не обязательно там отказываться от старого, да, потому что пишет, как понимать отказаться от старого. Ну, от старых своих привычек, которые не ведут ни к чему, что-то новое привносить в жизнь, как-то начинать как минимум думать по-другому, действовать по-другому, обходить острые углы, вообще, в принципе, начать что-то делать. Если раньше отсиживались, то сейчас нужно начинать максимально делать. Уран это еще и планета коммуникации, уметь договариваться, креативно мыслить нестандартно, тогда будет получаться хорошо.
На кого еще повлияет? Ну, водолеи первой декады, вы пока без Урана с 26 апреля 2026 года. Уран пойдет по близнецам, и тогда, ну все, водолеи первой декады. Не будет у вас уже больше, я бы так сказала, таких причин для того, чтобы говорить, вот мне не везет. Там будет прямой аспект, прям-таки удачи от вашего управителя, и там жизнь будет меняться очень быстро, очень резко, но здесь главное с этими эмоциями и силой совладать. Следом у нас, внимание, большой отрезок времени наступает. Наступает как раз-таки с 9 ноября. С 9 по 29 ноября у нас ретроградный Меркурий. Ну, то есть чувствуете, да, в тот момент особенно, когда мы этого не очень-то и хотим, у нас ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий у нас не просто. Помните, я говорила про Уран, который запускается в начале 20-х чисел октября. То есть Уран у нас в оппозиции с Лилит, с Меркурием, с Марсом. И вот этот Меркурий, он стал ретроградный. Правда, он в Стрельце начинает 9 ноября свое ретроградное движение. Он уже вот от всей той вечеринки, да, откатился. То есть он сейчас тусуется в прямом смысле в Стрельце. Но он подкатится к 20 числам ноября, к новому лунному циклу, который запустится как раз-таки 20 ноября. Он вернется вот в эту тусовку, туда же подтянется еще и Венера, то есть, понимаете, да, начнут трещать отношения, финансы, коммуникация, и нам захочется прям-таки выйти в закат. Я про что говорю? Смотрите, Уран, это планета, уже говорила, да, нестандартных решений, нестандартных действий. Это планета, если мы инфантильная личность, то мы бросаем наши отношения, уходим, независимо от того, какой у нас уровень ответственности, семеро по лавкам, обязательства перед партнером, детьми, да. Если мы говорим про работу, то это как когда мы можем просто так взять одним днем проснуться и бросить проект, сказать, все, я перегорел, больше не хочу. И нам вообще без разницы, какой там уровень ответственности, да, сколько было вложено в этот проект. То есть я вам хочу сказать, что с 20 октября у нас наступает такое достаточно жаркое время. И оно у нас будет длиться до начала декабря точно, там очень сильные аспекты. Потом все-таки придется нам разгребать всю эту историю, да. До конца 2025, до конца декабря у нас останется только Уран в оппозиции с Лилит, то есть это наши страхи. То есть по факту мы с коммуникацией, со всеми нашими переживаниями и вот со всем тем, что будет случаться нестандартное и креативное, мы с этим должны разобраться в ноябре. Как говорится, все, что пришло в ноябре, должно и остаться в ноябре. Останется немножко послевкусия до полнолуния. 4 декабря у нас будет полнолуние в Близнецах, когда вот здесь вот мы как раз-таки либо уйдем тусоваться, либо наоборот поймем, что мы мастера коммуникации, со всеми договорились, что мы со всеми трудностями справились, что мы молодцы. А так на период ретроградного Меркурия у нас, рассказываю, у нас с 9 по 29 ноября ретроградный Меркурий сначала будет до 20 ноября в Стрельце, потом он будет у нас в Скорпионе. Пока он в Стрельце, если хочется поездки, путешествия, прекрасно. Здесь еще не дотягивается оппозиция Урана с Меркурием, поэтому здесь будет более-менее плюс-минус окей. Поездки, командировки, траты, знания очень хорошо будут ложиться, сложные знания потрясающе будут ложиться на наш мозг. С 20 ноября будьте аккуратны за рулем, потому что аспект оппозиции именно Меркурия с Ураном — это когда мы невнимательны за рулем. Будьте аккуратны. Вообще, этот период времени, почему я говорю, я всегда про Уран говорю, что это новый уровень. Как правило, мне клиенты всегда пишут и говорят: Женя, это вообще что? Я такая думаю, Уран, что ли, там бушует? Открываю транзиты, и правда, там Уран. Это когда нам кажется, что мы уже на пике своих возможностей, что мы уже не можем терпеть неадекватность других людей, что нам кажется, что все очень тяжело, и мы уже не можем, если это касается отношений, там еще и Венера будет, между прочим, да, к концу ноября. И это такой момент, когда нам хочется в этих отношениях уже сказать, все, я подаю на развод. Но, ребят,
Венера откатится, аспект уйдет. И это все по истечению времени в январе, да, в январе мы будем сидеть и думать, что это такое вообще происходило, что это вообще было. Просто это наши страхи вышли на первый план. Вышли на первый план, и мы не можем с ними совладать. Еще раз говорю, для того, чтобы классно прожить эту осень, нужно вот прям таки сегодня под финал коридора затмения, начало нового лунного цикла, да, 21-22 сентября, как раз-таки а, трезво и рационально посмотреть на свою жизнь, без иллюзий, без страшно в том числе, потому что это приземленность нужна. Нужна большая такая приземленность для того, чтобы не натворить дел. Понимаете, о чем я? А вот наши вот иллюзии, наши эмоции, наша паника будет сбивать фокус. Поэтому вторая часть ноября, периода ретроградного Меркурия, который там с 20 по 29 и там до конца еще, конечно, останется. Там у нас еще плюс еще заканчивает ретроградное движение Сатурн 28 ноября. То есть там тоже будет момент, когда остановятся финансовые проекты, и у нас такая паника, аритмия, мы будем думать, что происходит. А у нас всего лишь ретроградный Меркурий перешел в Скорпиона и требует от нас тактики, тактики ведения переговоров, тактики ведения решения нестандартных ситуаций. И это момент, он такой, понимаете, требует от нас ответственности. Здесь в легкости не получится. Ой, ладно, вы мне отказали, все, я больше не хочу ничего решать. Следующее. Но также в жизни не бывает, если мы говорим про большие деньги, это всегда выдержка, это всегда ответственность, это всегда коммуникация, где мы можем где-то надавить, но не придавить, потому что нам эти отношения важны. Понимаете, о чем я говорю, дорогие? Вот такой у нас будет ноябрь. Не да, у нас еще, естественно, в ноябре Венера в квадратуре с Плутоном, когда мы максимально хотим отжать свое. И это момент времени, просто нужно понимать, что это нужно прожить. Нам нужно с этим договориться, нам нужно с этим разобраться. И по итогу у нас на ноябрь такое ощущение, что мы, казалось бы, у нас новый лунный цикл начинается 20 ноября, да, это я сейчас всем водолеям говорю, и казалось бы, что новый лунный цикл, вот он должен быть такой простой, малой энергии, а у нас на этот лунный цикл нападает пик просто Уран в точной оппозиции с ретроградным Меркурием, в точной оппозиции с Лилит, с Солнцем и с Луной. То есть Венера еще не подошла, но она к концу ноября будет там же, во всем этом мероприятии. Да? Марс на благо уже укатил в Стрельца, и там ему хорошо. Да? Поэтому здесь, конечно же, водолеи второй декады так очень сильно не подвисают над вот этой всей историей у вас. Если вы делаете водолеи второй декады, вам Марс как раз-таки в Стрельце дает спланировать. Марс в Стрельце – это ваши цели должны быть масштабные. То есть заниматься чем-то таким простым не получится. Если вы идете на масштаб, если вы идете на расширение своей личности, если вы к переезду, улучшению своих жилищных условий, если здесь траты не просто по прихоти, а как вложение потрясающее водолеи второй декады, водолеи третьей декады и водолеи первой декады, у вас, ребята, история вот этого всего на пике, я бы так сказала. Здесь принятие серьезных решений, здесь вам будет казаться, что вас зажали в тиски настолько, что вы не можете двигаться дальше, но это только для того, чтобы вы приняли решение, отказались от тех установок в голове, которые не дают вам движения, развития вперед. Вот такая история, ребят. И, конечно же, коммуникация ваш конек. Кто-то найдет новую работу, это будет потрясающе. Кто-то наконец-то начнет строить дело жизни. И ноябрь для этого потрясающий просто месяц. Для того, чтобы весь негатив вот туда как раз-таки проработать, как это сейчас говорят модно. Да? И вот такая история. Ну что, ребят, и у нас, конечно же, мы идем дальше. В конце ноября уже рассказала, и у нас вот этот новый лунный цикл, получается, что мы в нем разрешаем очень много своих вопросов. Получается, что декабрь у нас по интенсивности, вообще, если заглянуть в аспекты и во все движения ретроградности планет, кстати, у нас заканчивает свое ретроградное движение Нептун 11 декабря, то есть он перестает быть ретроградным, но заканчивает он свое ретроградное движение не просто так, да. Еще перед этим скажу, что у нас полнолуние 4 декабря, полнолуние в Близнецах.
когда мы реально должны понимать, сможем ли мы разрулить вот эту всю ситуацию, которая была у нас в ноябре или нет. Я вам говорю, сможете, ребят. Это нужно, это будет непросто, потому что у нас и Луна, и Солнце находятся в квадратурах на кармических узлах. Здесь постарайтесь быть очень аккуратны. Здесь постарайтесь аккуратны в переговорах, в коммуникации. То есть это, хочу сказать, что полнолуние либо высоких целей, либо иллюзорных таких состояний. Здесь, конечно же, нужно идти, знаете, хочу как сказать, не в такое прям таки сопротивление, понимать, что трудности это нормально. То есть, если вы с этой историей в голове у себя разберетесь, да, нужно по-другому, с другой точки зрения посмотреть на ситуацию, которая сложилась. Это больше всего будут, конечно же, чувствовать водолеи первой, третьей декады. Водолей второй декады у вас максимальная история с коммуникацией, опять же, то есть вся осень, которая была, вот здесь будет пик как раз-таки, потому что складывается вот эта большая конфигурация, большой квадрат ее называют, или большой крест. Астрологи сейчас меня поймут, но просто крест звучит как-то так вот утяжеляюще, да, большой квадрат. То есть это квадратура напряжения, когда мы в прямом смысле, я вам говорю, вы справитесь. Еще по большей части это отношения у водолея второй декады, любовные и финансы, кто я. Но поможет вот это вот все разрулить, да, можно это так сказать, это, конечно же, это коммуникация. То есть здесь вы должны показать свои максимальные коммуникативные навыки в своей жизни и понимать, что если у вас что-то не получилось, значит, вы где-то смолодушничали, постеснялись, не договорились. Скажите, как есть в вашей голове, для того, чтобы отпустить эту ситуацию и пойти дальше, реально взять свой новый уровень. То есть здесь вы мастера коммуникации. И да, у нас после этого полнолуния заканчивает свое ретроградное движение Нептун, уже говорила, но не просто так, а в квадратуре с Марсом. И здесь начинается, пожалуй, очень важный такой ответственный момент, когда мы будем, начинает немножко трясти. Вот здесь в декабре начинает трясти, скажете, Женя, что может после ноября вообще трясти? А здесь уже так с ответственностью. Марс в квадратуре с Сатурном, в квадратуре с Нептуном. И эта история хорошо будет на самом деле работать у водолеев третьей декады. Здесь ни в коем случае не скажу, что для вас это плохо. Водолеи первой декады, если побоитесь, не будете идти вперед, опять же говорю, упустите свои выгоды и возможности, останетесь на том же уровне. Но тряска, про которую я говорила, она никуда не денется. То есть, если вы думаете, что я отсижусь и вот это вот все от меня мимо пройдет, не пройдет, ребят. Это будут какие-то постоянные мелкие недоразумения и проблемы в жизни, которые приводят к нашему такому, знаете, истощению, когда мы несчастливы, не рады, да. Вот такая история. У водолея второй декады я сказала. Ребята, водолеи первой декады в том числе тоже сказала. Вопросы поднятия решения по недвижимости, да. Если не принимаете до декабря это решение, водолеи первой декады, водолеи третьей декады в том числе, то тогда этот вопрос остается у вас на ваши дни рождения, на ваши дни рождения, ну, помним, дорогие, всем водолеям говорю, с 17 февраля по 3 марта 2026 года у нас коридор затмений. Коридор затмений. Там будут дни рождения у как раз-таки водолеев третьей, да, декады. И это история, когда, ну вот, понимаете, да, насколько накладываются обстоятельства. И сейчас очень сильно можно таки повлиять, да, что-то изменить. У водолеев первой декады тоже будут а-ля вопросики сложнее там, чем в этом декабре. Поэтому решайтесь, либо решайте, продолжайте решать и ничего не делать, да, в голове своей решать. Водолеи второй декады по итогу этой осени хочу сказать, что у вас вообще, ребята, должно все получиться. Получиться договориться, получиться понять, что же вы хотите дальше в отношениях, какую хотите вы видеть свою жизнь, насколько вы хотите, чтобы она была яркой. Если вам нужны новые знания, получайте компетенции. Если вам нужен переезд, двигайтесь в этом направлении. Да? Здесь нужно таки понимать, если вам нужна реализация в жизни, у вас ее нет. Здесь все будет на самом-то деле у Водолея второй декады. Все эти вопросы этой осенью поочередно будут
стоять таки у вас на пути. И я хочу сказать, что если вы пойдете во все, возьмете себе вот этот новый уровень Водолея второй декады, то вам получится везде заложить такой очень основательный фундамент для движения вперед. Водолеи первой декады, ребята, уже повторялась и скажу, что по итогу этой осени, да, мы будем четко таки понимать, да, но я вам однозначно говорю, что если вы сейчас, Водолеи, как раз-таки первой декады, берете свою планку, ее поднимаете, не стесняйтесь, тогда в декабре вы будете уже жить по-другому. Если вы сейчас в сентябре и в начале октября ничего со своей жизнью не меняете, тогда декабрь будет точно такой же, потому что по интенсивности событий декабрь плюс-минус такой же. Но у нас в декабре всегда как минимум больше разочарования под подведение итогов года. Понимаете, о чем я говорю, да? Там еще и ваши личные итоги персонального года вы будете в декабре, в январе подводить. И там, знаете, такая история разочарование либо движение вперед. А я-то хочу, чтобы вы не разочаровывались, я-то хочу, чтобы вы у меня классные молодцы вперед пошли. Водолей третьей декады. Все, что уходит из жизни, главное об этом очень сильно не страдать. Если это не отношения, которых вас связывает очень много прекрасных моментов. Если у вас есть такие отношения, как минимум, задушите свою гордыню и боритесь за эти отношения, потому что трудности пройдут, а отношения вернуть будет очень сложно. Если в вашей жизни меняются такие переменные, как работа, какие-то там знакомства, какой-то там, не знаю, уровень жизни, как вы сейчас живете, но зато это стабильно, но вы прекрасно понимаете, что вас-то вообще никак уже не радует, вы от этого плюшки не имеете, кроме того, что это лень, которая разрешает вам вести тот образ жизни, который у вас есть. Но, ребята, замахнитесь на цель повыше. И тогда отвалится все ненужное и придет в жизни то самое нужное. Та самая работа вас найдет, или вы ее найдете. Естественно, под лежачий камень вода не текет. Поэтому вот такая, ребята, история. Я хочу сказать, что у всех водолеев всех трех декад должно получиться. Почему? Ну, потому что вы молодцы, и я в вас верю. Не просто так молодцы, потому что вы не просто так родились водолеем, потому что вы не просто так в силу своего возраста уже столько шишек набили. Спросить водолея, так водолей вообще может все. Так начните уже все свои навыки, таланты пристраивать в нужное направление, в нужное русло. Ребят, я в вас верю, вы у меня молодцы, по крайней мере, звезды и аспекты говорят мне, что у вас все получится, если вы будете действовать. А если агрессировать, конечно же, не получится. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей осени, чтобы это был реально ваш новый уровень, и тогда у вас все получится. По классике актуальные ролики, про которые говорила в течение видео, посмотрите, примите верное решение. Ну и что? Оставляйте комментарии, свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Потому что я и так рассказала общий гороскоп, поделила по декадам, где-то даже еще декаду напополам поделила, понимаете, для точности, да. Но более точная история, когда я открываю ваши личные карты на консультации, либо вы мне пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и вопрос. Тогда я прям таки открываю и смотрю, что же вас сейчас максимально интересует и что же у вас там происходит, да. Ну что, ребят, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.